Никита, привет. Приветствую. Приветствую также всех дорогих зрителей Россиян. И не россиян тоже. Смотрителей, да, моего YouTube-канала. Вы сегодня встретитесь с Никитой. Кстати, Никита, тебя требуют. Я заходил, смотрел комментарии, тебя требуют. Где Никита? А мы с тобой, видишь, нерегулярно выходим. Нерегулярные мы с тобой. Что делаешь? Работы у меня много. Да, Трудюсь на благо социалистической родины. Ну, вот видишь, мы объяснили, что у Никиты работы много, но мы все равно не игнорируем просьбу трудящихся. Нет, мы стараемся быть адекватны просьбам трудящихся. Мы с тобой все время как-то, в общем, затирали-то про какие-то общие такие вневременные истории. Знаешь, как сказано в великом фильме «Москва слезам не верит», мы выпивали без повода, а теперь мы будем выпивать по поводу. По поводу мы будем выпивать сегодня. У нас с Ромой, у Ромы нервы, а у меня волнение. Волнуемся мы за то, что наши товарищи юности находятся, как это не печально, в большой опасности. Ну, я бы даже сказал, что у меня немножко шире волнение. Новости что-то пошли косяком. Началось все с Кремля. Можно по-разному трактовать, я имею в виду. Новости начались с Кремля, что по Кремлю ударили беспилотники. По Кремлю ударили беспилотники. Нет, тут как-то очень глобально. Не ударили беспилотники, а чуть-чуть повредили Кремлю крышу, которую на следующий же день починили. Ты уж прям излишне пессимистичен. Я даже не помню, был ли я конкретно в этих палатах Кремля. Вот, значит, открытка, понимаешь? Статьи эти идут непрерывно, я имею в виду, статьи назначают. Нашему товарищу Алексею Панину назначили поддержку терроризма или терроризма буквально 2 или 3 дня назад. Ну, Панин, понятно, ему это все не очень. Ну, только морально тяжело, потому что он сейчас в США, да? Девочку, которая стихи писала такие душевные. Я не в ту сторону уехал. Нас с тобой волнует, девочку нам жалко, Панину все равно. А нас волнует другая ситуация. Нас волнуют наши друзья Киасаян, Симоньян и Ваня Хлобыстин. И волнует вот почему. Мы все знаем, сегодня против Захара Прилепина был совершен акт терроризма, или как это, я не знаю, как это еще назвать. Ну, так, наверное. Это уже не первый случай, не второй и не третий. Мы с Ромой волнуемся за Киасаяна и Симоньян, потому что, реально наши друзья находятся, как бы даже сказать, это называется уже в опасности. То есть, они обречены. Акт терроризма дело такое. Но я бы не стал это называть актом терроризма, потому что по законам всякого военного времени, а сейчас, собственно, война идет, да? Подожди, на территории Российской Федерации войны не идет. Мы же обсуждаем с точки зрения территории Российской Федерации. С точки зрения Российской Федерации это является актом терроризма. С точки зрения Украины, это является чем-то другим. Это как угодно можно описать. Но, в общем, на самом деле, когда кого-то взрывают, то это называется террористический акт. Но в данном случае даже не про это. Я не готов квалифицировать то, что сегодня произошло с Захаром Прилепиным. Тем более, что лично Захару Прилепину я категорически не симпатизирую, не нравится. И человеком я его считаю нехорошим. И считаю давно еще. Когда он ко мне в эфир приходил, это еще до всякого... На самом деле, даже Крыма было. И до того, как он вдруг открыл для себя золотую жилу, на которой он может себе сделать publicity. Вот. А волнует меня совершенно не он, а люди, которых я знаю. А учитывая, что была сначала взорвана Дарья Дугина, потом взорвался Татарский, их мы оба не знаем с Ромой. Вот. Теперь, значит, это произошло с Прилепиным. Совершенно очевидно, что люди, скажем так, от тех интересов, и люди, которые публичные, учитывая совершеннейшую беспомощность специальных служб, которые должны их от этого защищать, находятся под дамокловым мечом. А так как это наш с тобой, и Ваня, и, соответственно, Тигран, знакомые юности, то как-то, в общем, не хотелось бы, чтобы наших с тобой знакомых юности повзрывали. А учитывая происходящее, похоже на то, что, в общем, других-то вариантов у них и нет. Вот я по этому поводу нахожусь в печали. Ты понимаешь, в чем дело? Ты говоришь, что это акт терроризма. Разумеется, тут не вопрос трактовки. Тут скорее вопрос картинки и последствий. Понимаешь? Понятно, что для Украины они являются законными целями, да? Потому что они разжигают войну, а в результате этого разжигания гибнут украинские граждане, да? Это вот метаморфоза, так как, вот помнишь, у
Это, хотел сказать, у Пелевина, да, там, клоуна у пидорасов, пидораса у клоунов, да. Как-то вот эта вот трансформация вот этого клоунского, значит, сословия военных преступников, опять же, с точки зрения Украины, ну и, наверное, с точки зрения международного права, да, она, конечно, ну, если там на каких-то там товарищей, которые не были частью моей юности, да, в общем, конечно, наплевать, да. А на тех товарищей, которые были частью на нашей юности, ты же это тоже подтверждаешь. Ну, потому что, понимаешь, как бы часики-то тикают уже, грубо говоря, обратный отсчет пошел, да? А вот, например, несмотря на то, что Иван и Тигран, да, сейчас, в общем-то, такую мало симпатичную занимают позицию. Но есть же бэкграунд, когда они не занимали эту малосимпатичную позицию много лет назад. И в нашем с тобой мироощущении вот эта часть бэкграунда, она все равно же никуда не делась. Она как была, так и осталась. И когда я начинаю думать о том, что вот такое может произойти, не может произойти, а произойдет. Ну, потому что вот нет у них других вариантов. То есть, тут с точки зрения мат-ожидания, ну, ни у Тиграна, ни у Вани у них нет шансов. ну, шансы есть, мы говорим все-таки о неких вероятностях, но тем не менее. Да. Не, ну подожди. Скажем так, ну да. С точки зрения теории вероятности, то есть это может произойти, а может и не произойти. Но если посчитать шансы на то, что произойдет и не произойдет, пожалуй, что произойдет, шансы гораздо выше. И это меня печалит, и, соответственно, тебя тоже. Вот мы же про это с тобой эфир собирались сделать. Ну, мы, собственно, про это и делаем. Понимаешь, а вот не про обсуждение, что сегодня произошло. То есть, в общем... Ну... Тем более, эфир может выйти, скорее всего, не сегодня, а через пару дней. Это будет уже... Знаешь, еще неизвестно, какие за эти дни еще произойдут новости. Понимаешь, ну, не... Да. Нас могут судить, чего вы там... Про Ивана, это их там, про Тиграна, это их, собственно, была добрая воля, была... Кстати, такой... Нет, подождите. Во-первых, людей надо жалеть. Вот, с моей точки зрения, что Иван, что Тигран больны. Как можно больного человека сказать, ну, ты болен, и пускай с тобой это все и происходит. То есть, они оба, ну, не в себе. Вот я так воспринимаю. Скорее всего, терминально не в себе. Вряд ли их можно вылечить, но не в себе. Потому что, ну, уж по крайней мере, про Ваню 30 лет назад сказать, что он вот в это превратится, было невозможно, согласись. То есть, да, он такой был смешной Ваня, но он не был тем, чем он стал. Да, он не был законной целью для службы безпеки Украины, и он не был, собственно говоря, военным преступником. Я, честно говоря, не юрист и не доктор. Может быть, он и сейчас пока еще не перешел до конца в состояние военного преступника, да? Но когда идет война, обычно в такие мелочи никто не вникает. Вот. И понимаешь, в чем дело? Но это же не выкинешь из жизни. Я помню, как у Ивана родился его сводный брат Стасик. Да? И Иван тогда не жил дома, он жил в общежитии, там мыкался по друзьям. И вот я помню этого младенца. Кстати, ты знаешь, ну, ты, наверное, не знаешь, но тоже история трагическая, что Стасик погиб уже, ну, собственно, это был 84-й год, когда он родился, когда мы были на первом курсе, да. А Стасик погиб там в автомобильной катастрофе, соответственно, когда ему там уже было за 30, да? Недавно, что ли? Там 10 лет назад был, когда он погиб. Да, брат младший Ивана, младший он 18-19 лет. Вот. Я помню его младенцем, я помню младенцем его детей там многочисленных, да? Но основная дружба все-таки пришлась на институт, потому что просто институтские годы, они так располагают к дружбе. Потому что, конечно, полно своих дел, и, конечно, я там нести ответственность там за то, что там твои друзья-то пиздят там по телевизору. Ты опять не в ту сторону уехал. За своими друзьями, институтскими, скажем так, там последние 30 лет, собственно, развивались сами без меня, да. Мы иногда встречались с тем же Иваном по некоторым производственным вопросам, но общение наше было не больше там недели-двух, сколько нужно было, или там нескольких съемочных дней, сколько нужно было для осуществления каких-то там киносъемочных процессов, да. Тиграна я тоже помню, у Тиграна была такая манера, ну, еще тоже, когда мы были, ну, можно сказать, маленькие, да, ну, не очень маленькие в институте. У него была манера всех называть там дяди и тети, кто старше. И учитывая, что... Он сейчас так называет. Он в эфир ко мне пришел, тоже дядька стал. Это нормально для него. Да. Надо заметить, что вот если с Ваней, ну, тогда довольно тесно мы приятельствовали, то
Но с Тиграном мы особо не дружили, с ним Федя дружил. Ну, в смысле, мы общались, естественно, все там не... Но вот сказать тут, по крайней мере, у меня с ним никаких таких тесных дружеских отношений не было. Я не знаю, как у тебя. Смотри, предположим, что было такого Иван, понимаешь? Это же... Это, кстати говоря, я сейчас тебе расскажу. Лет, наверное, не соврать, 8 назад где-то написали, что, значит, Ваня что-то, я уже не помню, что, то ли какой-то взрыв, то ли что-то еще. Короче говоря, в прессе прошла такая информация, что с Ваней что-то случилось. Я стал звонить Ване. У Вани не отвечает телефон. Ну, в смысле, абонент, не абонент. Я позвонил Мукасею. Мукасей сгонялся к Ване. Выяснил, что с Ваней все нормально. Прислал мне фотку себя с Ваней. Такая история была. Это я прям вот лично помню. Это лажа оказалось. То есть, ничего с ним не было. Это утка газетная. Но, тем не менее. Ну, Миша Михаил Хлебородов умер вчера. Был такой неприятельствовали даже, но понятно, что всяких линий пересечения было много. И понимаешь, это вот когда сейчас, собственно, отвалился огромный кусок жизни, и, собственно, вот те там десятилетия, которые были проведены в трудах для того, чтобы сделать как-то мир лучше, я не знаю, конкретно ту территорию, на которой я находился, но чтобы она, во всяком случае, хуже не становилась, да, выяснилось, что это зазря. Во всяком случае, именно на этой территории это никакого благоприятного впечатления не произвело, да? Я имею в виду мои труды и твои труды. И опять идут потери. Ты знаешь, я, конечно, понимаю, что это звучит несколько литературно, но я даже обратился бы в службу безопасности Украины, да, чтобы вот Ивана и Тиграна как-нибудь отложили на потом. Список у них значительный, да. И опять же... Боюсь, что нас с тобой никто там не послушает. Ну, мало ли, знаешь, мало ли. Вот, понимаешь, в чем дело? Опять же, если они все-таки... Опять же, это я не юрист, но если они будут квалифицированы как военные преступники, с ними будет веселее на том, как бы, вот, Нюрнбергском процессе, который состоится после победы Украины. Нужно представить всех этих мрачных там головожопых товарищей, которые двух слов связать не могут. А если Ваня там будет, ну и Тигран тоже, ну, определенно будет веселее, во всяком случае. На самом деле, я прям вижу эту картину. Ваня, Тигран и Дмитрий Анатольевич Медведев вместе. Вот, ты понимаешь, в чем дело? Вот это красивая будет. Это просто можно снимать прям одним куском. Вот, понимаешь, я бы предложил тем, значит, киллерам, которые направлены на встречу с ними, просто чтобы им дали другое немножко задание, потому что в этом, во всяком случае, будет... они будут значительно повышать интерес публики. Драматургия будет, конечно, в этом случае. А то будет сидеть Соловьев. Слушай, я, кстати говоря, тебе вот что скажу. Я вчера... После того, как на Кремль налетели эти там 2 DJI, или я уж не знаю, что там налетело на него, я слушал реакцию Соловьева на эту историю. И прям, ты знаешь, я разволновался за Вову, потому что ты-то Вова не знаешь, а я-то его знаю еще, когда он пришел на Серебряный дождь там наниматься. У него был ноутбук, а батарейка у него испортилась у ноутбука. А на новую батарейку у него денег не было. Поэтому он взял батарейку от другого ноутбука, она внутрь-то не влезала, и вот так изолишка ее сверху примотал. Вот. Приехал он на древний такой гнилой Исудзу с правым рулем. Потому что все эти байки про то, что Соловьев, значит, весь из себя был миллионер до того, как стал радио занимать, это чушь собачья. И Савицкий, брат мой, который владелец «Серебряного дождя», когда Соловьеву говорит: Володь, ну давайте договоримся о зарплате. И говорит: вот $1000, типа, мы можем вам платить, но в эквиваленте. И Соловьев такой: ой, говорит, да я так всю жизнь мечтал на радио, а я и бесплатно готов. Но это тогда было. А программу, которую он должен был вести, называлась «Английский с улыбкой». У нас была такая смешная программа, Наташа Синдеева придумала, когда берется русская поговорка, перепирается на английский язык, а потом в обратную сторону. У нее совершенно меняется смысл. И девочка, которая вела эту программу, очень миленькая, она забеременела. Ну, и в декрет ушла, соответственно. И искали кого-нибудь, у кого язык подвешенный, то язык английский более-менее хорошо знает. Ну, язык Соловьев плохо знает английский, и тогда знал тоже. Но для такого уровня нормально. Вот. И вот, соответственно, вот он на эту программу и пришел. А уж потом, когда появился Гордон,
то придумали вот эту вот историю, которая есть «Хмурое утро» с Гордоном и «Соловьиные трели». Значит, Соловьевым они ведут в разнобой 2 дня один, 3 дня другой. Соответственно, у них совершенно разный настрой на программу. Один такой весь из себя весельчак, а второй вечно мрачный, как будто с похмела. Ну и вот они между собой играли. Довольно долго все это продолжалось только в виде радиостанции. Никому они совершенно были не нужны. А когда Ящик увидел, что у радиостанции популярность больше, чем у Ящика, их стали звать на Ящик. Ну и вот, соответственно, мы помним, там вот эта первая передача, не помню, как она называлась, где они вдвоем были. Потом они разошлись каждый по своим углам. Но, видишь, один с ума сошел, а второй, похоже, ну, судя по тому, что я его видел в интервью, по-моему, Дудю, что ли, он давал, или кому-то в этом роде. А второй спился, похоже, совсем, в конец. Ну, бывает. О каком сейчас? Подожди, я даже о Гордоне. Который? О Гордоне. Гордон спился, а Соловьев с ума сошел. Какой Вот. Чего я, собственно, про Соловьева? Подожди. О каком Гордоне? Давай уточнять для уважаемых. Не о том, который украинский, а тот, который Саша Гордон. Вот, это важное уточнение. Так вот, дай мне договорить. Да. Короче, смотрела, что Соловьев предлагает. Соловьев решил бороться с терроризмом внутри страны следующими способами. Значит, во-первых, создать вот этих новых обретенных России территории народную милицию, значит, оснастив ее всем, разрешить им стрелять на месте, значит, дать ФСБ волю, организовать СМЕРШ. В общем, короче говоря, это все послушал и понял. Володя сейчас читает мемуары Геринга. Потому что все, что он предлагает, оно, собственно, Герингом уже было реализовано. Он просто не дочитал еще, он не знает, чем закончилось. То есть Геринг или Гиммлер? Геринг, по-моему, был летчик, если я не ошибаюсь. Да, но мемуары написал только один. Вот с этими, со всеми их светлыми идеями, да, которые они предлагали, вот один в одно. Только у них называлось это по-другому, а Соловьев предлагает по-другому назвать. Но у них не получилось. Я вот что хочу Володе сказать бедному. У них в результате поезда все равно пускали под откос, хотя он собирается расстреливать тех, кто пускает под откос. И народная, ну, она там полицей называлась, но полиция тоже из местного населения, собственно, с оружием была. И вешали они там тоже. И как-то результат не тот, который Володя ожидает. Поэтому он просто не дочитал еще мемуары. Неприятность в том, что тут уже, по-моему, результатов никто не ожидает. Еще 5-ю колонну он хотел всю почикать внутри страны. Эти, кстати, тоже чикали его, кого он цитирует. Ты понимаешь, в чем дело? Ну, по-моему, результат тоже никто не ожидает. Все, по-моему, ожидают не результата, а наступления. Ничего подобного. Володя заявил, что он собирается дойти до Лиссабона. Как-то он может его не ожидать. У него, извини, 4 виллы отобрали. Вот ты представь себе, у тебя вот отобрали 4 виллы. Ты пошел их назад забирать? Конечно, пошел бы. И он тоже мечтает. Он как раз ожидает. Я же говорю, он с ума сошел. Слушай, ты на него злишься, а надо его жалеть. Я вообще не злюсь, я слабо. Просто зря ему дали книжку Геринга. Надо было Мумитроля ему дать, и все было бы хорошо. Поэтому вот проблема. Просто не ту книжку дали. Слушай, я, честно говоря, телевизор не смотрел с 96-го года. И я. Но вчера я специально смотрел Соловьева. Я же тебе говорю, я сделал тебе дайджест по Соловьеву. Слушай, я тоже собираюсь воплощать. Учитывая, что я телевизор не смотрел не только как информацию, я еще телевизор не смотрел как прибор. Буквально дней 10 назад включил телевизор. Чем тебе помешал Зворовский, скажи мне, который его изобрел? Почему ты этот прибор? Не, ну я сначала перестал смотреть как получение информации и интертеймента, а потом как ты прибор тоже сюда. Так вот, ты не смотрел, как Кашпировский заряжал воду? Вот как ты мог этого не смотреть? Он заряжал в конце 80-х. Это ты еще смотрел. Да, я снова не смотрел. Послушай, это история полная трагедия. И я перед тем, как посмотреть Соловьева, я решил потренироваться все-таки, что называется, на кошках и подключил Netflix, телевизор. Я в результате зрения себе испортил. Я сейчас к офтальмологу записался. Учитывая, что я не смотрел, сколько получается, 27 лет телевизор, больше, чем четверть века. Да. Я не знал, как его нужно правильно смотреть. Я его так смотрел, значит, Netflix, заметь. Вот, что у меня заболели глаза, представляешь? То есть, получается, еще даже на совершенно невинных кинолентах, которые нам демонстрируют... А на Соловьеве у тебя бы и уши еще заболели.
Но вот видишь, у меня даже, я не дошел до такого совершенства, как ты. Видно, в этом смысле у меня глаза Я специально прямо внимательно смотрел. Очень я за него переживаю. Человек страдает, мучается и похоже, неизлечим. Ты понимаешь, в чем дело? Вот этот поток хреновых новостей, он бы мог, ну, опять же, ты как доктор ставишь какой-то, это медицинское, этим медики должны заниматься, да? Но вот этот поток хреновых и очень хреновых новостей, понимаешь, он мог быть пресечен. Во-первых, он мог не начинаться, если бы не были такие вот эти вот головожопые товарищи, я имею в виду всякие руко- и ноговодители, да? Если бы у них все-таки было чуть побольше мозгов, да? Но Если перспектива... бы огурцу да крылышки был бы не соловей, а ласточка. У них не могло быть побольше мозгов, это бы все не приключилось, если бы было побольше, Ром. Я говорю там о начальстве, да? Ну да, в том-то и дело. Я о нем. Но перспектив о том, что они как-то это закончат, вот я, например, не вижу. Я имею в виду, это можно по-разному, с разных точек зрения, с разных граней рассматривать, но я имею в виду, что поток плохих новостей, да, и это может закончить только ВСУ, только сбройные силы Украины, да. Понимаешь, это же еще помимо всего, я же все-таки художник, я все-таки режиссер, я могу себя представить в шкуре того или другого человека. Или персонажа, скажем так. Предположим, представив там, себя там, на месте, там, ну, опять же, я говорю, это моя профессиональная, да, на месте какого-то, как это называется, Z-патриота, это же поток позорища из всех щелей, понимаешь? Спокойно, спокойно. Они умеют из камня сделать пар. Они умеют рассказать, что китайский автомобиль лучше, чем европейский, что у России полно друзей, что вот мы тут голосование посмотрели по Совету Европы, там целых 6 стран воздержались, за нас больше, чем не за нас. Они все это умеют. Посмотри, вернее, почитай, что говорит Лавров. И ты все поймешь. Они очень органично себя чувствуют. И вот это ты зря. Нет, но это Очень хорошо. люди на зарплате, причем на большой, причем в том возрасте, что в другом месте им уже никакой зарплаты не Я, дадут. знаешь, что не понимаю? Они, конечно, на зарплате и на большой, но учитывая, что их ограничили 1/9 частью суши, они куда тратить эту зарплату собираются? Расскажи мне, пожалуйста. Я вот, честно говоря, я про другое говорю, что ну, у людей, у которых там IQ чуть выше, чем у табуретки, да, они же все-таки воспринимают как этот поток позора. И если они даже не воспринимают это интеллектуально, может, они на каком-то другом уровне воспринимают. Тут для... Ты очень романтичен, Ром. Они не воспринимают это как поток позора. Уверяю тебя. Ну, а кто это может остановить, кроме ВСУ, скажи мне? Вот они сами соберутся. Я не знаю. Господь Бог, вон, я не знаю кто. Кто-нибудь. Но Само оно не рассосется. мы с тобой вырвали определенные новости. Я же говорю, что они идут потоком. И понятно, что если бы мы сейчас с тобой вырвали поток, эта бы программа не имела бы ни конца, ни края. Да? Я устал от плохих новостей. Вот, Ром, ты пессимист. Сотни миллионов людей от них устали. Понимаешь? Поэтому я могу только в данном случае, ну, собственно говоря, пожелать победы Украины. И хотелось бы, чтобы эта победа обошлась без физического устранения. Ну, в общем-то, с Соловьевым я вообще не знаком. С этим... Да пусть тоже живет, он не помешает на С процессе. этим недописателем я тоже не знаком. Мое отчасти лирическое, отчасти эгоистическое пожелание, чтобы эта победа, во-первых, случилась быстрее, а во-вторых, обошлась без физического устранения наших однокурсников. Они сами не столь юны, чтобы, в общем-то... И на этой высокой ноте. На такой замечательной ноте, которая... Да, я предлагаю расстаться до следующего раза. Слава Украине, героям слава. Да. Всего доброго, до свидания. Пока.